Здравствуйте! Вы на канале Мой День. Меня зовут Любовь. Купила в АТБ комнатные тапочки для внучки. Поносила она их до первой стирки. Под пяткой образовалась вмятина, под пальцами тоже. Уплотнитель рассыпался и сбился в кучку. Пропитка с ткани исчезла, а за счет нее держалась форма тапочек. Сейчас тапочки приобрели унылый вид. Решила подошву оставить, а верх сшить новый. Это мой первый опыт по пошиву тапочек. Буду рада, если вы в комментариях поделитесь со мной вашим опытом. Для пошива тапочек подобрала обрезки мебельной ткани. Это флок. Он мягкий, приятный к телу и за ним легко ухаживать. Еще буду использовать кожзам. Начну с выкройки. Подошву я планирую оставить, поэтому буду брать ее за основу. Беру листа 4 и обвожу тапочек по контуру. Если тапка нет, можно просто обвести ногу. Теперь делаю разметку. Отмечаю расстояние до косточки. Замеряю в этом месте ступню. У меня 14 сантиметров. Дальше откладываю расстояние, где верх тапочка будет заканчиваться, и замеряю ногу в этом месте. У меня 17 сантиметров. И последняя метка, где верх тапочка будет пришиваться. Провожу через полученные точки параллельные линии, намечаю центр. От центра влево и вправо откладываю по 1/2 мерке. В моем случае это 7 см и 8,5 см. Соединяю полученные точки. Оформляю край. Вырезаю верх тапочка и стельку. Выкройка готова. Для стельки вырезала по 4 детали на каждую. Нижний ряд простая ткань. Слой слимтекса, изолон, его я вырезала без припусков на швы. Следующий слой слимтекс и верхний слой флок. Все детали, кроме изолона, вырезала с припуском на шов. Наметила правую и левую стельки, чтобы не перепутать. Из кожи вырезала детали под пяточку. Верх тапочка я решила смоделировать. Вырезала 2 основные детали на 3 см короче и добавила 2 полоски по 7 см шириной из отделочной ткани. Из слимтекса вырезала 2 полоски такого же размера. Для деталей верха подготовила 2 слоя слимтекса и слой ткани. Простегаю подготовленные заготовки. Стельки тоже простегаю все 4 слоя вместе и пришью кожу под пятку. Заготовку простегала по рисунку, наметила левую и правую сторону. Выровняла верхний край заготовки по припуску. Нахожу центры и соединяю их. Полоску слимтекса свернула в рулончик и сметала. Вкладываю рулончик в середину, огибаю полоской, фиксирую булавками и прокладываю строчку. Рулончики укорачиваю на ширину припуска, чтобы не было утолщения на швах. Высекаю уголки. На припусках в заготовке вырезаю 1 слой слимтекса, чтобы убрать толщину припуска. Припуск обрабатываю зигзагом и срезаю все лишнее. На стельках по припускам тоже вырезаю 1 слой слимтекса и обрабатываю зигзагом. Приступаю к сборке. Соединяю середины заготовок, затем все остальное. Скалываю булавками, соединяю зигзагом. Стельку я простегала не по всей длине, пятку оставила помягче. Теперь поняла, что стегать нужно всю стельку,
потому что вместе соединения она не держит форму. В следующий раз это обязательно учту. Из отделочной ткани вырезала полоски шириной 3 см, соединила их. Высекаю уголки и обрабатываю ей край. Начинаю с внутренней стороны. Обтачка пришита. В местах, где заканчивается верх, сделала закрепки. Срезаю припуск на стельке до 0,3 см по всей длине. Выворачиваю обтачку и подшиваю вручную по кругу. Толщина шва достаточно большая, и моя машина не прошьет столько слоев. Верх готов. Осталось соединить его с подошвой. Подошва тонкая. Она была пришита к тапочку. Срезаю припуски по месту, где проходила строчка. Беру универсальный клей «Дракон». Щедро наношу на подошву. Кисточкой промазываю кант. Потом остатки клея распределяю по всей подошве. На краях есть небольшие бортики. Их тоже не забываю. Жду пару минут и соединяю верх с подошвой. Сначала придавливаю края, затем середину. Клей схватился, и для надежности я решила прошить край подошвы иголкой с ниткой вручную. Подошва тонкая, и делать это несложно, даже обычной иглой. Сборка тапочек закончена, и в завершении пришила несколько бусинок, так будет проще различать левый и правый тапок. И вообще мне кажется, что они придают изделию какую-то законченность. Было такое ощущение, что чего-то не хватает. Бусины как нельзя лучше подошли к серебряным разводам на ткани. Тапочки для моей принцессы готовы. Мягкие, теплые, удобные. Больше тапки не покупаю, буду шить сама. А вы шили уже тапочки? Если нет, попробуйте, это совсем не сложно. Я планирую еще сшить тапки и буду благодарна за ваши советы. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в новых видео.